Одной из самых интересных тем в истории техники являются компактные сельхозмашины. Зародившись в Америке начала 20 века как отдельный класс, они быстро обрели популярность и вскоре распространились на весь мир. С их помощью пашут, сеют, косят траву и толкают снег. Сегодня без таких машин уже не обойтись. Друзья, всем привет! Это 62-й выпуск серии Про, и сегодня мы снова говорим о компактных садовых машинах. Первой в списке исторически значимых компаний в мире садовых машин значится Cleveland Tractor. В 1920 году она разработала самый компактный гусеничный трактор своего времени Clitrac Model F. Машина имела мощность 16 лошадиных сил, оснащалась трансмиссией с одной передачей вперед и одной назад и весила всего 850 килограмм. Двигатель четырехцилиндровый керосиновый. Объем двигателя 2,4 литра. Помимо размеров, трактор отличался уникальной конструкцией гусеничного движителя, в котором вместо опорных катков использовалась специальная роликовая цепь. Также гусеницы можно было переставлять по ширине и настраивать машину по высоте. Это позволяло использовать Clitrac как в стесненных условиях, где требуется максимальная компактность, так и на общих сельскохозяйственных работах, где нужна устойчивость. Стоила машина около $600 и производилась в течение 2 лет. Общий тираж составил не более 300 штук. Трактор Wheelhorse RS-83 был выпущен в 1947 году и стал одной из первых машин класса Ride-Away, что буквально переводится как «еду верхом». Основой для его создания послужили автомобильные и мотоциклетные запчасти, а местом для сборки – частный двухместный гараж. В качестве силовой установки использовался одноцилиндровый бензиновый двигатель Wisconsin мощностью 8 лошадиных сил объемом 376 кубических сантиметров. Трансмиссия механическая, с 3 передачами вперед и одной назад. Первые машины собирались для соседей и предназначались для работы на небольших участках и в садах. Они были надежными, простыми и недорогими и помогли компании закрепиться на рынке. К середине 50-х Wheelhorse уже производила мотокультиваторы, газонокосилки и новые модели тракторов Wheelhorse RJ25, RJ35 и RJ58. Компания Meyreth известна как производитель зернового оборудования, но к концу 40-х она решила попробовать себя и в производстве компактных машин. Первый садовый трактор был выпущен в 1949 году и получил обозначение Meyreth Standard. Он оснащался двигателем мощностью 5 лошадиных сил, имел 3 передачи вперед и 1 назад и весил не более 250 кг. Существовали также и 8-сильные версии Стандарт и Делюкс. Последняя отличалась наличием металлической обшивки. В качестве навесного оборудования предлагались 40-дюймовая косилка, плуг и снегоуборочный отвал. Реклама того времени сообщала, что Meyreth может косить на скорости до 8 км в час. Для конца 40-х это был впечатляющий темп. Однако покупатели машину приняли плохо. Вероятной причиной считается то, что они просто не поняли, что же это такое – трактор или маленький автомобиль. С 1949 по 1952 год было продано не более 200 машин. К середине 50-х проект был полностью заброшен. Mead Specialties Company с конца 40-х занималась производством прессов, зажимов и ленточных шлифмашин, но в 1955-м решила расширить линейку продукции и выпустила гусеничную машину, получившую название Mead Speedcat R9. Она имела мощность 9 лошадиных сил, двигалась со скоростью до 10 км в час и при собственном весе в 400 кг могла поднять 450. Для работы на различных поверхностях было разработано 3 типа траков. Стандартные для общих работ, с резиновыми накладками для работы на бетоне и асфальте и с увеличенными грунтозацепами для работы на песке, грязи и склонах.
Помимо обычного навесного ковша и ковша с зубьями, машина могла комплектоваться бульдозерным отвалом или роторной косилкой. Speedcat R9 предлагался как идеальный инструмент для подрядчиков, работавших на небольших строительных участках, благоустройстве усадеб и даже для лесных работ. Aggregate Model F представляет собой малогабаритный гусеничный бульдозер, разработанный и производившийся компанией Aggregate в конце 50-х годов. Он оснащался двигателем Briggs & Stratton мощностью 9 лошадиных сил, 120-сантиметровым отвалом и весил всего 750 кг. Стартер электрический. Система управления поворотом дифференциальная. Коробка передач имела два диапазона с двумя скоростями вперед и одной назад, что обеспечивало оптимальное соотношение между тягой и скоростью передвижения. Основной тормоз и сцепление были объединены в одну педаль, нажатие которой отключало приводные ремни трансмиссии и одновременно останавливало входной вал заднего редуктора. Машина оснащалась мощной гидравликой и применялась как в промышленности, так и в коммунальном хозяйстве. Компания Midland располагалась в городе Саунд-Милуоки, штат Висконсин, и являлась производителем простых и недорогих садовых машин. В 1957 году она представила свой вариант компактного трактора Bullpup R70. Техника оснащалась двигателем мощностью 7 лошадиных сил и механической коробкой передач с тремя передачами вперед и одной назад. Масса машины 240 кг. Колесная база 104 см. Двигатель имел электростартер и генератор, что позволяло не только запускать двигатель, но и заряжать во время его работы аккумуляторную батарею. Bullpup R70 позиционировался как универсальная компактная машина, предназначенная для использования на приусадебных участках и в небольших садах, способная решать любые задачи, от кошения травы до обработки почвы. Садовый трактор Sears Suburban был выпущен компанией Дэвид Брэдли специально для торговой сети Sears. На его раме был установлен 5,5 лошадиный двигатель Briggs & Stratton объемом 231 кубический сантиметр, имевший варианты исполнения как с электростартером, так и без него. Версия со стартером стоила $500, версия без стартера – $450. Вместо традиционной коробки передач трактор оснащался ременным вариатором и реверсом. Для 50-х годов такое решение было революционным и, как оказалось, очень удобным. Отпала необходимость постоянных остановок для выбора передач, и регулирование скорости при этом происходило очень плавно. Трактор комплектовался 43-дюймовой косилкой, передним отвалом для снега и разбрасывателем минеральных удобрений. Отдельно можно было приобрести плуг, каток для газона, грузовую тележку и многое другое. Производился Sears Suburban с 1959 по 1961 год. Melroy Manufacturing Company была основана братьями Melroy в городе Гвинер, штат Северная Дакота, США. Тракторов компания не производила, их больше интересовали погрузчики. Первый опытный экземпляр, получивший обозначение Melroy M60, был построен в 1959 году. Он имел 3 колеса, двигатель мощностью 9 лошадиных сил и вышел серией в количестве всего 17 штук. Следом за ним была разработана усиленная версия Melroy M200, имевшая мощность 12 лошадиных сил. Новые машины отлично справлялись со своей работой, могли развернуться где угодно, но были неустойчивы и имели недостаточную проходимость. Тогда братья изменили подход и спроектировали полноприводный бортоповоротный погрузчик Melroy M400. Новая машина получила 2 задних ведущих моста M200, двигатель мощностью 13 лошадиных сил и развесовку по осям 70/30.
Эта пропорция была рассчитана так, чтобы при полной загрузке 70% веса машины с грузом приходились на переднюю ось, а при разгрузке 70% веса машины, уже без груза, приходились на заднюю ось. В результате во время поворота скользила либо передняя ось, либо задняя. Модель М400 выпускалась 2 года. В 1962 на ее базе была разработана более мощная версия Mellroy M440, получившая название Bobcat. Компания Panzer была основана на базе военного американского предприятия Errant Instrument в 1954 году. По легенде, первая машина была построена по просьбе одного из сотрудников, который сам же ее и разработал. Она получила название Panzer Model A и была представлена на сельскохозяйственной выставке в Нью-Йорке. Публика тепло оценила новинку, и в результате производство малогабаритной техники было поставлено на поток. Со временем дизайн и компоновка машин менялись, появились четырехколесные версии, и в 1961 году была представлена модель Panzer T70. Трактор имел массу 240 кг, длину чуть более 1 метра и оснащался двигателем мощностью 6 лошадиных сил. Привод трансмиссии ременный, привод ведущего моста цепной. Передач было 2, передняя и задняя. Для выполнения работ в пределах одного участка этого было достаточно. Рабочее оборудование включало в себя 35-дюймовую косилку, плуг, прицепной культиватор и отвал для уборки снега. В источниках указано, что в 1962 году эта машина стоила около $1000. В 1963 трактор обновили, установили двигатель мощностью 7 лошадиных сил и переименовали в модель Panzer T75. Компания Gravely была основана как производитель мотокультиваторов и ручных газонокосилок еще в начале 20 века. В 60-х, когда мини-тракторы стали строить буквально все, она присоединилась к тренду и наладила выпуск собственных версий компактных садовых машин. Одной из самых успешных и популярных моделей стал заднемоторный Gravely 424. Трактор имел мощность 10 лошадиных сил, оснащался 4-ступенчатой коробкой передач и весил 408 кг. В качестве дополнительной опции предлагалась гидравлика. Из навесного оборудования шли стандартные 40 и 50-дюймовые газонокосилки, роторный снегоуборщик и отвал для снега. Существовала также версия Deluxe, имевшая раздельные тормоза, головное освещение и прикуриватель. Годы производства 1967-1972. Общее количество выпущенных машин около 3000. Одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в 60-х годах была компания Ellis Chalmers. В 1968 она выпустила садовый трактор Ellis Chalmers B207. Машина производилась на заводе в штате Южная Каролина и имела мощность 7 лошадиных сил. Масса трактора 240 кг, количество передач 3. Гидравлики трактор не имел, да и применялся в основном для работы с газонокосилкой. Компактные размеры позволяли комфортно его использовать даже на самых маленьких участках. Максимальная скорость движения 9 км в час. Трактор был простым, надежным и недорогим и выпускался до 1970 года. Многие экземпляры используются по своему прямому назначению и по сей день. Компания Hammerlight известна как производитель портативного оборудования, таких как бензопилы, триммеры и воздуходувки. Однако это не помешало выпустить ей несколько интересных садовых машин. Одной из таких стал компактный трактор Hammerlight T16. Мощность трактора 16 лошадиных сил. Трансмиссия на выбор – механическая или гидростатическая. Скорость движения от 2 до 11 км в час. Снаряженная масса около 400 кг. Hammerlight T16 оснащался валом отбора мощности, передней, а иногда и задней навеской и мог использоваться на ландшафтных работах, уборке снега, кошении травы и перевозке грузов.
Продавался трактор неплохо, однако не являлся приоритетным направлением компании. Поэтому с 1973 по 1976 год было изготовлено менее 2500 штук. Швейцарская компания Steiner зашла на американский рынок в 1980-м. Ее трактор Steiner S20 имел полный привод, шарнирно сочлененную раму и массу 450 кг. Машина оснащалась двухцилиндровым бензиновым двигателем Onan мощностью 20 лошадиных сил или трехцилиндровым дизельным двигателем Kubota мощностью 21 лошадиная сила. Трансмиссия гидростатическая с двумя диапазонами вперед и двумя назад. Рулевое управление гидрообъемное. Максимальная скорость движения 17 км в час. В качестве навесного оборудования предлагались фронтальный погрузчик, роторная косилка, снегоуборщик, отвал и многое другое. Полный привод и мощный двигатель позволяли работать машине в условиях, недоступных для обычных садовых тракторов. Steiner S20 привлек внимание не только домовладельцев, но и руководителей различных хозяйств. Производилась модель 8 лет. Simplicity Manufacturing Company располагалась в штате Висконсин и была известна как производитель машин самого высокого качества. Одним из представителей 80-х стала модель Simplicity 5211. Трактор имел мощность 11 лошадиных сил, 5 передач вперед и весил всего 160 кг. Он применялся для стрижки травы, уборки снега, транспортировки грузов и ориентировался на самых обеспеченных покупателей. Особенно выделялась в конструкции косилка, имевшая ножи особой формы. Владельцы отмечали, что после кошения качество газона возле дома ничуть не уступает качеству покрытия поля для профессионального гольфа. Машина имела низкий расход, отличную управляемость и послужила основой для следующих моделей компании. Компания Ariens – один из старейших американских производителей мотокультиваторов и мотоблоков. На протяжении десятилетий она оттачивала мастерство и в 1996 году выпустила садовый трактор Grand Sierra 2200. Мощность машины 22 лошадиные силы, масса 400 кг. Sierra был оборудован гидростатической трансмиссией, позволяющей двигаться со скоростью от 1 до 10 км в час, усилителем рулевого управления, двумя независимыми валами отбора мощности и дисковыми тормозами. Включение в ОМ происходило с помощью электромуфты. Трактор мог работать с большими роторными и сегментными косилками, снегоуборщиками, фронтальным погрузчиком и различными почвообрабатывающими машинами. В 90-х Grand Sierra 2200 стал самой продвинутой моделью компании Ariens и символизировал переход компактных садовых тракторов из простых орудий в высокотехнологичные машины. История садовой техники – это история о том, как машины облегчают труд. Каждая произведенная модель приносит в индустрию что-то новое. Огромные многотонные тракторы и 200-килограммовые малыши – все они стали неотъемлемой частью нашей жизни. Посмотрим, что будет дальше. На этом на сегодня все. Спасибо за просмотр. Всем счастья, радости, любви. Пока.